Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха. Она обрушилась сразу на несколько континентов. Штормы, наводнения, ураганы – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. Сегодня вы увидите, как она делает это снова. И начнем сегодняшний выпуск с Филиппин. Супертайфун Фунгвонг, известный на Филиппинах как Уван, достиг побережья страны в воскресенье, принеся с собой разрушительные ветра, проливные дожди и опасные для жизни штормовые нагоны. Стихия обрушилась всего через несколько дней после смертоносного тайфуна Калмаеги, в результате которого погибли сотни людей. Тайфун Фунгвонг стал 21-м штормом, обрушившимся на Филиппины в этом году. Максимальная скорость ветра в эпицентре циклона достигала 215 км в час, а порывы до 230. Фунгвонг совершил несколько выходов на сушу, в том числе на остров Катандуанис и провинцию Аврора на главном острове Лусон. Власти объявили наивысший уровень погодной опасности. Более миллиона человек были эвакуированы из прибрежных и низменных районов в провинциях Катандуанес, Камаринес-Сур, Аврора и соседних с ними. По меньшей мере 2 человека погибли. Один утонул в провинции Катандуанес. Тело еще одной женщины было найдено под обломками рухнувшего дома. Сообщается о сильных наводнениях. Штормовые нагоны высотой более 3 метров представляли серьезную угрозу для жизни вдоль всего попавшего под удар стихии побережья. В городе Паланги вода поднялась на 1-2 метра. В пострадавших районах затоплены дома и улицы. В нескольких восточных городах и деревнях было нарушено электроснабжение. Школы и предприятия, в том числе в столичном регионе метро Манила, были закрыты. На фоне непогоды было отменено свыше 300 внутренних и международных рейсов. В морских портах тысячи пассажиров оказались заблокированы из-за запрета на выход судов в штормовую погоду. Фунгвонг ударил по стране, которая еще не успела оправиться от последствий предыдущего тайфуна Калмаеги, который привел к гибели 224 человек на Филиппинах, еще 86 числятся пропавшими без вести. Спасательные операции в районах, пострадавших от Калмаеги, были приостановлены из-за нового удара стихии. Пройдя через Филиппины, тайфун Фунгвонг снизил свою мощь с 5 до 3 категории. По данным метеорологического бюро, он продолжает свое движение в направлении Тайваня. Крупные ландшафтные пожары бушуют на территории национального парка Тенгариро, расположенного на северном острове Новой Зеландии. Пожар вспыхнул днем в субботу и быстро вышел из-под контроля из-за сильного ветра и теплой погоды. Площадь, охваченная огнем, составляет более 2500 гектаров. Несмотря на все усилия пожарных, локализовать его удалось лишь на 20%. Службы экстренной помощи Новой Зеландии задействовали значительные ресурсы для борьбы со стихией. В операции по тушению принимают участие около 15 вертолетов и 5 самолетов. Наземные бригады также работают на месте, но из-за сложного рельефа местности основное внимание уделяется воздушным операциям. Из парка были эвакуированы около 50 человек, в основном туристы, находившиеся на популярных пешеходных маршрутах, таких как перевал Тенгариро, Альпайн Кроссинг. Также была проведена превентивная эвакуация деревни Вакапапа, служащей воротами в парк, и нескольких образовательных центров. Национальный парк Тенгариро является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он также известен тем, что на его территории снимались некоторые сцены трилогии «Властелин колец». На территории Челябинской области на трассе М5 Урал вчера прошел сильный снегопад. По данным региональной госавтоинспекции, снег активно падал на перевалах, начиная от Миаса и далее в сторону Златоуста.
Участки трассы в горной местности стали наиболее проблемными из-за снежного наката и гололедицы. Движение большегрузного транспорта на отдельных участках оказалось практически парализовано, из-за чего на трассе образовались пробки. Дорожные службы задействовали спецтехнику для расчистки проезжей части и обработки дорог противогололедными материалами. Однако интенсивность осадков не позволяла полностью нормализовать движение. ГИБДД по Челябинской области рекомендует водителям по возможности воздержаться от дальних поездок в данном направлении до стабилизации погодных условий. 36-й эпизод продолжающегося извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи внезапно прекратился всего через несколько часов после своего начала. Извержение характеризовалось впечатляющими фонтанами лавы, достигавшими высоты более 300 метров. Эпизод начался утром 9 ноября в кратере Хале-Мау-Мау с излива лавы из северного и южного жерел. Вскоре фонтаны взметнулись на высоту от 300 до 330 метров. Общая продолжительность 36-го эпизода составила чуть менее 5 часов непрерывного фонтанирования. По оценкам Гавайской вулканической обсерватории и геологической службы США, за эти несколько часов извержения было извергнуто около 8-9 миллионов кубических метров лавы. Сообщается, что комбинированная средняя скорость извержения была самая высокая, зафиксированной за все время текущего извержения, которое началось 23 декабря 2024 года. Несмотря на быстрое завершение эпизода, уровень вулканической опасности и цветовой код для авиации остается на оранжевой отметке. Это связано с тем, что в кратере Хале-Мау-Мау продолжается наполнение магматической камеры и наблюдается свечение жерел, что указывает на высокую вероятность возобновления активности и начала следующего эпизода в ближайшие дни. Вся текущая активность ограничивается территорией национального парка, и опасности для населенных пунктов на данный момент нет. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Поисково-спасательная операция, развернутая после схода лавины на Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки, завершилась спасением одного человека. Инцидент произошел вечером 8 ноября, когда снежная масса накрыла буровую площадку с двумя работниками подрядной организации. 39-летний машинист буровой установки был найден под снегом без признаков жизни. Поиски второго рабочего были приостановлены вечером 8 ноября из-за плохой погоды и наступления темноты. Утром 9 ноября спасатели МЧС присоединились к операции, использовав биперы и лавинные щупы. 29-летнего геолога удалось найти живым спустя почти сутки. Мужчина выжил благодаря воздушному карману, который образовался под снежной массой. Его доставили в Мельково, откуда вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф забрал его в краевую столицу. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Следственные органы региона начали проверку по факту произошедшего инцидента. В воскресенье у восточного побережья крупнейшего японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение магнитудой в 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в 122 километрах к востоку от города Мияко в префектуре Ивате. Очаг залегал на глубине в диапазоне 10-20 километров. Японское метеорологическое агентство немедленно выпустило предупреждение о цунами для прибрежных районов префектуры Ивате. Жители побережья призвали немедленно покинуть опасные зоны и держаться подальше от воды, так как ожидались волны высотой до 1 метра. Согласно сообщениям, в некоторых прибрежных районах префектур Аомори и Иваты наблюдались небольшие изменения уровня моря. В частности, в Хатинохе зарегистрированы волны высотой 20 сантиметров. Землетрясение ощущалось на обширной территории, в том числе и в Токио. Сейсмологи отмечают, что за основным землетрясением последовала серия авторшоков магнитудой от 4 до 5. Сообщений о жертвах или значительном материальном ущербе на данный момент не поступало. На испанском острове Тенерифе в минувшие выходные мощный шторм и аномально высокие волны стали причиной гибели 3 человек и ранений у 15 пострадавших. Самый серьезный инцидент произошел на пирсе, где огромная волна обрушилась на группу людей. В результате по меньшей мере 10 человек были сброшены в воду, 1 женщина погибла.
Еще у 3 человек наблюдаются серьезные травмы. Помимо этого, 2 других трагических случая произошли на разных участках острова. Причиной трагедии стало нарушение туристами и местными жителями введенных властями запретов на посещение опасных зон на побережье. В крупнейшем городе американского штата Аляска, Анкоридже, был установлен новый суточный рекорд по количеству выпавшего снега. За 24 часа 6 ноября в городе выпало около 17,3 сантиметров снега, что побило предыдущий рекорд 15,5 сантиметра, установленный в 2011 году. Сильный снегопад, ставший первым значительным в этом сезоне, привел к серьезным затруднениям на дорогах и многочисленным авариям. Полиция Анкориджа зафиксировала десятки ДТП. Хотя школы оставались открытыми, автобусное сообщение в некоторых районах было отменено. Другие автобусные рейсы работали с задержками. Несмотря на рекордные снегопады, климат Анкориджа остается относительно мягким для таких северных широт. Это объясняется влиянием теплого аляскинского течения. Согласно климатическим данным, из-за этого течения зимы в Анкоридже на 10-15 градусов теплее, чем в российском Магадане, который находится на схожей широте. Вчера на Солнце была зафиксирована мощная вспышка высшего балла X1,79. Пик излучения пришелся на 10:35 по московскому времени. По данным службы космической погоды, вспышка сопровождалась подтвержденным выбросом коронального вещества в межпланетное пространство, направление которого близко к линии Солнце-Земля. На основании расчетов движения солнечного ветра и выбросов массы к Земле в ближайшие дни должны прийти 2 потока плазмы. Первый от сравнительно небольшой вспышки М1,7, произошедшей 7 ноября, и второй ближе к вечеру вторника, вызванный вчерашней вспышкой X-класса. Расчеты показывают, что наиболее плотные части выброса пройдут севернее Земли, что снижает потенциальный уровень угрозы. Предварительный прогноз обещает магнитную бурю уровня G2, максимум G3. В воскресенье на вулкане Мерапи, расположенном на границе индонезийских провинций Центральная Ява и особый округ Джокьякарта, были зафиксированы 2 схода пирокластических потоков. По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков Индонезии, с разницей во времени в 3 часа, пирокластические массы сошли в юго-западном направлении, преодолев дистанцию более 1500 метров. Несмотря на активность, уровень опасности вулкана Мерапи остается на 3-й отметке из 4. Власти настоятельно рекомендуют населению туристам не приближаться к кратеру ближе, чем на 3 километра и на 7 километров вдоль русел рек из-за риска схода лохаров. На ежегодном мероприятии AI Day, организованном китайским автопроизводителем XPeng Motors, был представлен гуманоидный робот нового поколения под названием Iron. Его движения и походка были настолько естественными и реалистичными, что многие зрители усомнились в том, что перед ними машина, предположив, что внутри находится человек. Компания XPeng была вынуждена опубликовать дополнительные видеоматериалы с доказательствами, чтобы развеять эти сомнения. Робот Iron, который планируется к массовому производству уже к концу 2026 года, выделяется рядом передовых характеристик, которые, по мнению экспертов, дают ему шанс на победу в мировой гонке андроидов. Робот обладает исключительной ловкостью, имеет человекоподобный позвоночник и бионические мышцы. Его кисть, соответствующая по размеру человеческой руке, позволяет выполнять тонкие задачи, такие как поднятие хрупких предметов вроде яиц или откручивание крышек. Мозгом робота служит 3ИИ-чипа Тьюринг с общей вычислительной мощностью 3000 тераопераций в секунду, что на данный момент является одним из самых высоких показателей среди гуманоидов. Также Iron стал первым гуманоидным роботом, в котором полностью используются твердотельные батареи. Эта технология увеличивает запас энергии на 30% и снижает вес устройства. Изначально роботы Iron будут представлены в коммерческих сервисных сценариях, таких как гиды, помощники по покупкам и управление трафиком, а также пройдут испытания на промышленных объектах. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.